В мире существуют десятки секретных тюрем, о которых нет ни строчки в официальных документах, и люди, попавшие туда, исчезают бесследно, без суда, без обвинений, без права на память. Это важно, потому что за глухими стенами этих объектов рушится сама идея правосудия, а тысячи семей годами не знают, живы ли их близкие. Сейчас вы узнаете, где прячутся эти черные точки на карте планеты, кто оказывается за их решетками и почему власти делают все, чтобы о них никто никогда не вспомнил. У этих мест нет вывесок, нет адреса, который можно набрать в поисковике. В документах они проходят под кодовыми обозначениями: соляная яма, темная тюрьма, объект 3.7. Так их называли между собой сами тюремщики, потому что настоящих имен у этих зданий не было никогда. Начать стоит с термина, который в 2005-м ввели в оборот западные журналисты: черный объект. По-английски black site. Это тайное место содержания под стражей, о существовании которого не сообщается ни парламенту, ни судам, ни международным наблюдателям. Человека туда доставляют скрытно, часто с мешком на голове, и с этого момента он официально не существует нигде. Ни в одном журнале регистрации, ни в одной базе данных. Впервые о таких объектах широко заговорили после публикации в газете «Вашингтон-Пост» 2 ноября 2005-го. Журналистка Дана Прист описала сеть тайных тюрем, которую американское Центральное разведывательное управление создало после терактов 11 сентября 2001-го. Эти тюрьмы располагались в разных странах: в Восточной Европе, в Азии, на Ближнем Востоке. Их точное число не назвал никто, но речь шла как минимум о 8 государствах. Логика была простой и оттого страшной. Если тюрьма находится за пределами страны, значит, на нее не распространяются ее законы. Если о заключенном нет записей, значит, формально его никто не задерживал. А если человека нет ни в одном документе, то и спросить за него не с кого. Именно на этом принципе, на отсутствии имени, отсутствии бумаги, отсутствии памяти и держится вся система секретных тюрем. И чтобы понять, как она работает, нужно спуститься под землю, в место, которое узники прозвали соляной ямой. Соляная яма. Так называли объект, расположенный к северу от Кабула, столицы Афганистана. По данным доклада Сенатского комитета по разведке, опубликованного в декабре 2014-го, тюрьма представляла собой заброшенную кирпичную фабрику, переоборудованную под тайный центр содержания. Заключенные дали ей это прозвище из-за цвета стен и полной темноты внутри. Другое ее название, гулявшее среди узников — темная тюрьма. Хронология того, как человек попадал за эту дверь, восстановлена по рассекреченным документам и показаниям самих выживших. Сначала задержание, часто по ошибке или по доносу, без ордера. Затем перевозка. Человеку заклеивали глаза, надевали наушники, чтобы он не понимал, где находится и сколько длится путь. Самолеты вылетали с обычных аэродромов под видом гражданских рейсов. Эту практику позже назвали чрезвычайной выдачей. Один из самых известных случаев — история немецкого гражданина Халеда Эль-Масри. В декабре 2003-го его задержали на границе Македонии, приняв за человека с похожим именем. Его вывезли в Афганистан, в ту самую соляную яму, и держали там больше 4 месяцев. Его допрашивали, избивали, содержали в холодной камере. Когда разведка поняла, что задержали не того, Эль-Масри просто вывезли ночью и бросили на дороге в Албании. Никаких извинений, никаких документов. В 2012-м Европейский суд по правам человека официально признал факт его похищения и пыток. Внутри такой двери время исчезало вместе с именем. По показаниям бывших заключенных, собранным правозащитной организацией Human Rights Watch, в камерах постоянно гремела громкая музыка. Свет либо не выключался вовсе, либо отсутствовал сутками. Человека лишали ориентации во времени намеренно, чтобы сломать. Кормили нерегулярно. Многих держали прикованными к стене в позах, не позволявших ни сесть, ни лечь. Ключевая деталь, которая делала эти тюрьмы такими эффективными — полное отсутствие связи с внешним миром. Ни адвоката, ни письма, ни визита Красного Креста. Международный комитет Красного Креста, который по конвенциям обязан иметь доступ ко всем местам заключения, годами не получал разрешения даже узнать о существовании этих объектов. А значит, за той дверью человек оставался один на один с системой, у которой не было ни лица, ни имени, ни обязанности отчитываться. И самое поразительное в том, что подобная сеть существовала не только у одной страны.
Технология исчезновения человека доведена до бюрократического совершенства. Чтобы заключенный перестал существовать, недостаточно просто его спрятать. Нужно, чтобы он не появлялся ни в одной бумаге. Именно для этого возникло понятие «узник», «призрак». Термин ввели правозащитники в 2004-м, когда выяснилось, что часть людей, содержавшихся под контролем разведки, сознательно не вносили ни в какие списки, чтобы скрыть их от инспекторов Красного Креста. Как это работало на практике, показал скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб в Ираке. Когда весной 2004-го туда прибыла инспекция, часть заключенных спешно перемещали из блока в блок или прятали в других помещениях, лишь бы наблюдатели их не увидели и не пересчитали. Генерал Антонио Тагуба, проводивший внутреннее расследование армии США, прямо написал в своем докладе, что практика содержания незарегистрированных узников была обманной, противоречащей армейской доктрине и нарушающей международное право. Механика стирания человека из системы состояла из нескольких шагов. Первый – изъятие документов при задержании. Второй – присвоение номера вместо имени. Третий – перемещение между странами, чтобы никакая одна юрисдикция не могла отследить весь маршрут. По подсчетам расследования Совета Европы под руководством швейцарского сенатора Дика Марти, опубликованного в 2006 и 2007, через сеть тайной переброски прошли более 100 человек, а самолеты разведки совершили сотни полетов через европейские аэропорты, в том числе в Польше, Румынии и Литве. Именно доклад Марти впервые назвал конкретные страны, на территории которых, по его данным, находились секретные тюрьмы. Польские власти годами все отрицали. Но в 2014-м Европейский суд по правам человека постановил, что тайный объект действительно существовал на польской земле, на территории разведывательной базы близ деревни Старе, Кейкуты. Суд обязал Польшу выплатить компенсации двоим бывшим узникам, признав, что государство знало о происходившем и позволяло этому происходить. Отдельно стоит история о том, как объекты маскировались. По документам они проходили как склады, учебные центры, технические базы. Расходы прятали в общих статьях бюджета. Персонал не носил знаков различия. Даже пилоты самолетов, перевозивших узников, часто не знали, кого именно везут. Вся цепочка строилась так, чтобы ни одно звено не видело картину целиком. И все же следы оставались. В топливных ведомостях, в диспетчерских записях аэропортов, в счетах за гостиницы. Именно по этим мелочам исследователи и восстановили маршруты, которые должны были исчезнуть навсегда. Топливные ведомости привели исследователей к конкретным точкам на карте. Одной из них стала база в Румынии, в самом центре Бухареста. По данным совместного расследования агентства Associated Press и немецкого телеканала, опубликованного в 2011 и 2012, секретный объект располагался в здании Национального управления регистрации секретной информации, обычной с виду госконторе на тихой улице. Заключенных держали в подвале в звукоизолированных камерах. Над головами узников каждый день работали чиновники, которые понятия не имели, что происходит под их полом. Этот объект в документах разведки проходил под кодовым названием «Яркий свет». В 2018-м Европейский суд по правам человека признал, что тюрьма в Румынии действительно существовала и обязал страну выплатить компенсацию бывшему узнику Абдаль-Рахиму Ан-Нашире, которого держали в подвале этого здания. Но самое поразительное в географии этих тюрем — их разнообразие. Они не прятались только в глухих пустынях. Литовский объект, по данным того же расследования, размещался в бывшей школе верховой езды под Вильнюсом, переоборудованной в тюрьму с камерами внутри отдельно стоящего строения. Проект переделки заказывали через подставные фирмы, а строительные материалы завозили частями, чтобы никто из местных подрядчиков не понял назначения здания. В 2018-м Страсбургский суд вынес по Литве такое же решение, как и по Польше с Румынией. Логика выбора мест была холодно-расчетливой. Нужна была страна, чьи власти согласны молчать. Нужно было здание, не привлекающее внимания. И нужна была полная звукоизоляция, потому что стены не должны были пропускать ни звука. Бывшие сотрудники, дававшие показания на условиях анонимности, описывали одинаковую картину помещения без окон, толстые двери, системы, заглушающие любой шум. Все было устроено так, чтобы человек внутри не мог докричаться, а человек снаружи услышать. Отдельная деталь касается того, как эти объекты закрывали. Когда сеть начала всплывать в прессе, тюрьмы спешно сворачивали. Оборудование вывозили, камеры демонтировали, помещениям возвращали прежний вид. По свидетельствам, собранным Сенатским комитетом, некоторые объекты ликвидировали буквально за несколько дней, стирая любые следы пребывания людей. Но полностью стереть присутствие человека оказалось невозможно.
Оставались платежные документы, воспоминания охраны, медицинские записи о состоянии узников. А главное, оставались сами выжившие, которые спустя годы смогли рассказать, что происходило за этими молчащими стенами. Абу Зубайда стал первым человеком, которому официально применили весь набор так называемых усиленных методов допроса. Его задержали в Пакистане в марте 2002. По данным сенатского доклада, только процедуру имитации утопления, когда человеку заливают воду в дыхательные пути, вызывая ощущение захлебывания, к нему применяли 83 раза. Его держали в тесном ящике часами. Его лишали сна на срок, доходивший до нескольких суток подряд. При этом ни в один официальный список заключенных он долгое время не входил. Судьба Абу Зубайды показывает главную особенность людей – призраков. Их нельзя ни осудить, ни освободить. Осудить нельзя, потому что доказательства получены под пытками и не годятся для суда. Освободить нельзя, потому что тогда придется признать, что происходило за стенами. Поэтому такие узники зависают в правовой пустоте на долгие годы. Абу Зубайда содержится под стражей без предъявления обвинений и по сей день, больше 2 десятилетий. Другая история о человеке по имени Гуль Рахман, гражданине Афганистана. Его доставили в соляную яму в ноябре 2002. Ночью температура в камере опускалась почти до нуля, а его оставили частично раздетым, прикованным к стене. Утром надзиратели нашли его мертвым. Официальное заключение назвало причиной переохлаждения. Семье о его смерти не сообщили, тело так и не выдали. Долгие годы его родные не знали, что с ним случилось. Для них он просто исчез. Именно эта деталь, невозможность узнать судьбу близкого, и есть суть феномена насильственного исчезновения. Международная конвенция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 прямо определяет исчезновение как задержание с последующим сокрытием судьбы человека, что выводит его из-под защиты закона. Семьи таких людей годами обивают пороги, пишут запросы, получают в ответ молчание. По оценкам, которые приводит сенатский доклад, через сеть тайных тюрем разверки прошли не менее 119 человек. И комитет признал, как минимум 26 из них были задержаны по ошибке и не имели никакого отношения к тому, в чем их подозревали. Каждый из этих людей на месяцы или годы превратился в того, кого официально не существует. А те, кто отвечал за их содержание, продолжали работу, будучи уверены, что об этом не узнает никто и никогда. Ошибочно думать, будто тайные тюрьмы – изобретение одной страны или одного десятилетия. Это явление куда шире, и черные точки рассыпаны по всей карте мира. Возьмем Чикаго. В 2015-м британская газета Guardian опубликовала расследование о полицейском объекте на складе по адресу Хоман-сквер. По данным издания, полиция удерживала там задержанных без оформления, лишая их права на адвоката и на звонок. Люди попадали туда, но ни в одной базе данных участков не значились. Родственники и юристы просто не могли их найти. Через объект, по подсчетам Guardian, прошли более 7 тысяч человек. Это происходило не в далекой пустыне, а в третьем по величине городе Соединенных Штатов. Похожие практики документированы и в других странах. В Китае десятилетиями существовала система, которую называли «черные тюрьмы» — неофициальные места содержания, куда свозили жалобщиков, приезжавших в Пекин, добиваться справедливости. Их размещали в переоборудованных гостиницах и подвалах, чтобы те не дошли до центральных властей. Правозащитные организации, включая Human Rights Watch, описывали эту сеть еще в 2009-м. В Сирии режим выстроил целую индустрию тайных застенков. О ней стало известно благодаря человеку под псевдонимом Цезарь, военному фотографу, который бежал из страны и вывез около 55 тысяч снимков. На них тела тысяч заключенных, погибших в застенках разведслужб. Эти фотографии в 2014-м легли в основу доклада, представленного в Конгрессе США, и стали одним из самых страшных документальных свидетельств современности. Общая у всех этих мест одна и та же схема. Человека изымают из правового поля. Ему не предъявляют обвинений, его не вносят в списки, и его семья остается в неведении. Отдельно стоит вспомнить объект, о котором долго ходили лишь слухи – тюрьму на острове Диего Гарсия в Индийском океане. Годами британские власти отрицали, что на этой территории содержали узников разведки. Но в 2008-м Лондон был вынужден признать, как минимум дважды самолеты с задержанными совершали посадку на острове. Крохотный атолл посреди океана, о котором мало кто слышал, оказался еще одной точкой в этой сети. Складывая все эти точки вместе, исследователи получили картину, охватывающую десятки стран на нескольких континентах. И за каждой точкой стояли не абстрактные приказы, а конкретные решения конкретных людей, которые однажды придется объяснять. 9 декабря 2014-го молчание рухнуло.
В этот день Сенатский комитет по разведке США обнародовал резюме своего доклада о программе тайных тюрем, документ, работа над которым заняла более 5 лет. Полная версия насчитывала свыше 6000 страниц. Публике показали около 500. Но и этого хватило, чтобы то, что годами существовало лишь в показаниях выживших, превратилось в официально признанный факт. Доклад подтвердил, самое главное, методы, применявшиеся в тайных тюрьмах, не дали той ценной информации, ради которой их оправдывали. Комитет проанализировал десятки случаев, в которые разведка приводила как примеры успеха, и пришел к выводу, что важные сведения либо были получены другими способами, либо оказались недостоверными. Иными словами, все, что происходило за молчащими стенами, во многом было напрасным. Именно из этого документа мир узнал детали, от которых нельзя отмахнуться. О заключенном, которого держали в условиях, приведших к смерти от переохлаждения. О кормлении через прямую кишку, процедуре, не имевшей никакого медицинского обоснования и применявшейся как средство подавления. О камерах, где узники сидели в полной темноте, прикованные, под непрерывный грохот музыки. О людях, которые сходили с ума, потеряв счет времени. Параллельно свои голоса подавали сами выжившие. Мохаммедо Ульт-Слахи, узник тюрьмы Гуантанамо, сумел написать книгу прямо в заключении. Рукопись прошла жесткую цензуру. Из нее вычеркнули более 2500 фрагментов, но она все же вышла и стала мировым бестселлером. Слахи провел под стражей 14 лет и был освобожден без единого предъявленного обвинения. Голоса зазвучали и в залах судов. Европейский суд по правам человека вынес одно за другим решения против Польши, Румынии, Литвы и Македонии, признав их соучастие. Впервые государства были официально названы виновными в том, что позволяли чужой разведке пытать людей на своей земле. И все же самое поразительное открытие доклада было не в цифрах и не в методах. Оно было в том, что вся эта система работала при молчаливом согласии множества людей, чиновников, пилотов, врачей, юристов, каждый из которых видел лишь свой фрагмент и предпочел не задавать вопросов. Именно это молчание десятков рядовых исполнителей и сделало возможным исчезновение сотен человек. А ответственность за это молчание так и осталась почти без последствий. Спустя годы после публикации сенатского доклада напрашивается неудобный вопрос. Кто ответил за все это? Ответ короткий. Почти никто. Ни один из тех, кто разрабатывал программу тайных тюрем или отдавал приказы о пытках, не был осужден в уголовном порядке. Расследование, которое Министерство юстиции США вело несколько лет, закрыли в 2012-м, не предъявив обвинений ни по одному из случаев, включая смерти заключенных. Более того, некоторые из тех, кто был причастен к программе, впоследствии пошли на повышение. Джина Хаспел, которая в начале 2000-х руководила тайным объектом в Таиланде и позже участвовала в уничтожении видеозаписей допросов, в 2018-м возглавила Центральное разведывательное управление. Ее назначение утвердил Сенат, тот самый, чей комитет несколькими годами ранее описал ужасы этой программы. Государства, признанные соучастниками, отделались денежными компенсациями. Польша, Румыния, Литва и Македония выплатили бывшим узникам суммы по решениям Страсбургского суда, десятки и сотни тысяч евро. Но ни одно из этих государств не привлекло к суду собственных чиновников, впустивших чужую разведку на свою землю. Тюрьма Гуантанамо, ставшая символом всей этой системы, работает до сих пор. На пике там содержалось около 780 человек. К настоящему времени осталось около 30, и часть из них по-прежнему не имеет ни приговора, ни ясных перспектив освобождения. Некоторые провели там больше 20 лет без единого судебного решения по существу. Международная конвенция о защите всех лиц от насильственных исчезновений вступила в силу в 2010-м. Ее ратифицировали десятки стран. Но многие из тех государств, чьи спецслужбы чаще всего прибегают к тайным задержаниям, эту конвенцию так и не подписали. А значит, механизм, позволяющий стереть человека из системы, продолжает существовать. Главный итог этой истории не в том, что тайные тюрьмы когда-то были. Он в том, что сама схема оказалась работоспособной и почти безнаказанной. Достаточно убрать имя из бумаги, вывести человека за границу и заручиться чьим-то молчанием, и он исчезает. Именно поэтому семьи пропавших продолжают писать запросы, а правозащитники искать следы в топливных ведомостях и диспетчерских записях. Пока хоть кто-то помнит эти имена, у тех, кого пытались стереть, остается шанс быть найденными. И это, пожалуй, единственное, что противостоит месту без имени.